Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как поливать пеларгонии. Причем поливать, когда находятся на разной стадии роста. Например, большие кусты, взрослые кусты, черенки, которые еще молодые, но подрощенные, например, 2-3 месяца, и маленькие черенки, точнее среднего размера, и совсем крошечные черенки. Давайте начнем с большого куста. Это у меня куст взрослый, тюльпановидная пеларгония Херма. Я поливаю ее сейчас в данный момент с удобрением. Взрослые кусты в данном случае надо хорошо очень пролить. Пролить так, чтобы вода из горшка вытекала. То есть я поливаю до тех пор, пока не появится вода в поддоне. Вот поливаем. И чтобы у нас вот видно было, что в поддоне у нас образуется вода. Поливать лучше всего из бутылки, а воду я отстаиваю. Вот смотрите, цвет воды как раз коричневый, видно, что она вытекла. Я поддон не выливаю, а жду примерно 30 минут или час. Куст просох, и опять его поливаем. Это розебудная пеларгония Australian Pink, розебуд, цвести собирается. Я ее тоже поливаю достаточно хорошо. Они у меня просыхают вот буквально за 2-3 дня. Видно, что вода потекла, и оставляем. Иногда, знаете, грунт не целиком увлажняется, и корни не успевают напитаться, когда вода протекает. Поэтому стоит оставить минут на 30 или на час, чтобы корни растений впитали воду как раз из дна горшка. И вы можете через час обнаружить, что в поддоне пусто у вас и сухо. А если вот осталось что-то лишнее, то воду сливаем. Это у меня подрощенные черенки. Это они приехали ко мне в октябре. И вот сейчас они в стаканчиках на 500 мл и цветут. Это сорт Денис. Она вот только распустилась. Это у нас Fisher Apple Blossom. Сейчас активно цветет и бутоны снова набирает. Все хочу ее пересадить, чтобы она более так пышненько росла, чтобы было что с нее срезать. Но она бутоны гонит просто постоянно. Видно, что земля сухая у нее. Такие черенки я тоже поливаю из бутылки, потому что на них уходит очень много воды. Надо, чтобы грунт хорошо увлажнился. Так как грунт у меня торф, смешанный с перлитом, тут вот черенки именно в такой субстрат, он достаточно быстро просыхает. Поливаем до тех пор, пока у меня на дне стаканчика не образуется вода. Вы увидите, что на дно стала вытекать вода. Вот у меня стаканчик в стаканчике. Это как раз сделано для того, чтобы видеть, до какого момента мне стоит проливать свои растения. Достаточно красиво сейчас и активно цветет Apple Blossom. Это именно Fisher. Розочки у него крупные. Вот так проливаем и оставляем. Такие стаканчики тоже просыхают за 2-3 дня. И поэтому я поливаю. Тут тоже видно, что грунт суховат. Поливаю до тех пор. Видно, как быстро грунт уходит. Вода уходит. И по воде, как быстро напитывается земля водой, вы можете понять, насколько сухо там все. То есть сухой грунт достаточно быстро впитывает влагу, особенно если это торф, он достаточно быстро все впитывает. Тоже ждем, видно, что еще ничего нету, ждем до тех пор, пока у нас вода не появится в другом стаканчике. Нету. Вот полилось. Оставляем тоже где-то на часок. Через часок вы можете обнаружить, что воды там тоже опять нет. Такое тоже бывает. А если что-то остается, можно слить. Берем стаканчики. У нас подрощенные. Это 200 мл. Это у нас пеларгония плющелистная. Паквива Каролина укоренилась. Вот. Тут вообще грунт пересох прям сильно-сильно. Эти плюшки прям жрут немерено. Эти плюшки мне приходится постоянно поливать. Тут уже подрощенные черенки я поливаю из груши. Груша у меня на 30 мл.
И вот если стаканчик сухой, я лью, бывает, 2 груши, бывает 3 даже. Ну, в данном случае я буду 2 использовать. Достаточно. Тут у меня стаканчик не обрезан, потому что плюшки достаточно сильно быстро высыхают, они сильно быстро пьют воду, и достаточно вот, ну вот не подрезан стаканчик, двойного стаканчика нет. Вот плюшки я иногда так выращиваю без отверстий каких-либо. Так, вот у нас тоже растение, череночек, Bold Princess. Тут у нас стаканчик в стаканчике, растение небольшое, слегка увлажненное, но его тоже можно полить. Когда грунт чуть-чуть, ну вот, чуть-чуть влажный, я его иногда тоже поливаю, но одной грушей. То есть смотрите за тем, чтобы насколько сухой у вас грунт. Если сильно пересушен, 2 груши. Если не сильно пересушен, то 1 груша. Если влажный, можно на ощупь проверить. То есть нажать на торф, и вы поймете, влажный он или не влажный. Вот. А также черенки я тоже поливаю. Они у меня хранятся в открытом контейнере и тоже пересыхают. Вот они уже укоренились. Видно, что грунт сухой. Я по чуть-чуть, тут даже не груша заливается, а вот по чуть-чуть буквально, чтобы вот сверху увлажнилось. Вот чуть-чуть вот налили, сверху пролили. Все, видно, что потекло. И иногда отверстия я к черенкам не делаю, чтобы лишняя вода не уходила, и там вот вода немного оставалась внутри, чтобы корешки так росли. Ну вот в целом и все про поливку. Давайте расскажу, почему. Так, поливала я сегодня биогумусом. Ну, я его уже показывала, просто вот разведенный покажу. Также черенки сохнут, потому что они стоят на полках. На полках, на каждой полке прикреплена лампа. Ну, фитолампы там стоят. И эти фитолампы все нагреваются. И полки греются, и грунт в стаканчиках пересыхает. Тут у меня череночки стоят. Тоже их приходится поливать некоторые каждый день. И тут вот я наверху поставила прожектор. Мне приехали прожекторы с AliExpress. Кстати, там фитопрожекторы на 50 Вт стоят буквально 250 рублей. Это очень дешево. Доставка при этом была 200 рублей. Но это намного дешевле, чем покупать прожекторы в России. Потому что в России они стоят от 2000. Вот такие вот фитопрожекторы. Про качество я еще не знаю. Я тестирую. Вот так вот у меня выглядит стеллаж. У меня стоит в коридорчике. Так вот я наклоню, чтобы видно было, как это все никому не мешает за дверью. Там за дверью комната сына. Если понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.